Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Рогова. Сегодня я вам расскажу, как сделать складочку на передней части полочки. Так как вы умеете построить базовую основу по своим меркам, мы промоделируем с вами именно эту деталь. Платьице на модели может быть с рукавом цельнокройным. Это уже как вашей фигурке подойдет. Я, например, люблю цельнокройные рукава с опущенной проймочкой. Такие рукава, которые немножечко стройнят. Какая-то другая девочка любит вточной рукав. А так как мы знаем базовую основу и умеем построить выкройки всех рукавов, поэтому на свое усмотрение, что вам идет в вашей фигуре, как вам лучше нравится. Главное, чтобы была деталь на платьице, а остальное уже на ваше усмотрение. По спиночке вы можете проложить шов вертикальный, который стройнит вашу фигурку. Эта модель может выполниться и на женщину полненькую. Особых никаких деталей нет. Одна складочка, и можно использовать красивую брошь или красивую пуговицу. Итак, технический рисунок или эскиз в сторону. Еще раз хочу напомнить, что выточка нагрудная может быть разного размера. Я использую выкройки с раствором выточки 5 сантиметров, но выточка может быть у всех совершенно разная, потому что с одинаковой грудью людей не бывает. У всех грудь разная. Итак, начнем работать. Если у вас появится желание приобрести мои базовые уроки, которых всего 18, и в дальнейшем получать консультации, пишите на мою электронную почту или ВКонтакте. Я вам обязательно отвечу. Если вы будете выполнять это изделие не из трикотажного полотна, то вам необходима выточка плечевая. Очень часто задают вопрос, обязательно ли выточка? Да, обязательно, потому что у нас есть у всех лопатки, и объем на лопатку нужно создать. Либо у вас вот в этом месте образуется складка. Поэтому обязательно нужно делать выточку и обязательно нужно знать скос плечевого шва. Об этом у меня записан видеоролик, как узнать покатость плеча. Поэтому все здесь на канале. Смотрите видеоролики и будете знать дополнительного материала очень много, помимо базовых уроков. Итак, если вам нужно приталить изделие, вы делаете шов и приталиваете швом сзади. Если хотите, и по боковым срезам. Если хотите сделать изделие полуприлегающим, значит не делайте для талии выемку, и выточка не нужна, делайте полуприлегающий. У кого какая фигурка, какое строение, как вы сложены. Поэтому смотрите сами. Итак, начинаем работать с полочкой. Чтобы получить такой эффект складочки, мы с вами должны закрыть нагрудную выточку. Складочка у нас немножечко не доходит до линии бедра, а в этом месте у нас платьице прямое, поэтому мы будем делать раздвижечку только на полочке и до линии талии. Поэтому нагрудную выточку мы с вами закрываем.
И разрезать мы будем до центра выкройки. Вот таким образом. Теперь мы закроем раствор выточки. Вот таким образом. И видите, у нас верхняя часть уже сместилась для складочки. Теперь мы с вами посмотрим, на сколько сантиметров у нас раскрылась для складки. Это все зависит от того, какая у вас грудь. Если у вас на 5 сантиметров, она и раскроется на 5 сантиметров на этой детали. Итак, мы закрыли выточку, и теперь мы будем с вами кроить на кусочки ткани. Как образец я вам покажу. И теперь готовую выкройку мы наложим на отрезок ткани. В данном случае у меня маленький образец, но я думаю, вам все равно будет понятно. Накладываем четко, чтобы центры совпали, миллиметр в миллиметр, и обводите выкройку. Боковой срез. Напоминаю, хотите полуприлегающие, хотите трапециевидное, хотите в талию, хотите зауженное. Это все на свое усмотрение. Хотите изменить, хотите сделать что-то по-своему, не обязательно так, как предлагает журнал вам, а именно исходя из того, что мне, допустим, нужно в моей фигуре что-то скрыть, что-то подчеркнуть. Поэтому, зная свою фигурку, вы можете конструкцию сделать под свою фигурку. Итак, выкройка у нас обведена, горловина. И вот в этом месте ставим отметочку. Здесь мы сделаем маленькую рассечку для того, чтобы складочку заложить. Обратите внимание, я оставила на швы по плечевому шву, по боковым срезам, сделала рассечку, раскроила четко. Я, если вы помните, не учу вас оставлять на пройму и на горловину, потому что мы обрабатываем обтачкой, оставляя на шовчик всего 0,5 сантиметров. Поэтому вы не делаете никаких лишних швов, чтобы изделие село четко по фигурке. А вот в этом месте я не срезала как продолжение выреза, а я сделала немножечко выше, для того, чтобы срезы у горловины вошли в обтачку, чтобы изделия с изнаночной стороны очень аккуратно смотрелись. Обратите внимание, вот они, рассечки. Мы теперь с вами заложим складочку, рассечка к рассечке. Видите? Вот таким образом. В этом месте мы потом осноровим. Но это после того, как вы заложите складочку. Видите? Вот таким образом. С изнаночной стороны можно проложить строчку. Сейчас я положу вновь выкройку вот таким образом. И вот в этом месте с изнанки вы застрочите для того, чтобы сделать строчку. Вот смотрите. Допустим, я сострочила. В этом месте у меня получилась складочка. И уже по лицевой стороне вы проложите отделочную строчку. Вот таким образом. А сюда будет положена пуговица.
Вот так кроится изделие со складкой по полочке. На этом я с вами хочу попрощаться. Всего вам доброго. До следующих встреч. С вами была Татьяна Рогова.